Это у нас стабилизатор так гудит. Хочу снять, посмотреть, в чем дело. Потому что проходит несколько дней. Он не выдает выходное напряжение. Здесь полоса, а здесь мигает он. Фаза вход. Это 0 вход. Выход. Фаза. 0. Выход. А это у нас заземление. Сейчас снимем. Напрямую соединю щиток. И посмотрим, в чем дело. Полностью отсоединил. И соединил напрямую на щиток. Это у нас 0. Это у нас фаза. Перед тем, как соединить, необходимо выключить. А потом включить. Итак, разобрал. Снял защитную крышку. Вот что мы видим. Заранее это тоже снял, чтобы когда будем регулировать, будем смотреть. Подключил на выход мультиметр. Будем измерять выходное напряжение. Здесь имеется мощный дроссель силовой потоку, чтобы вот этот балансировать. Лифт тоже не наблюдается. А включенный сет ни в коем случае руками не трогать. Так, плата управления импульсный. Реле. Идет реле. Да, она идет. На выход, по-моему. Я здесь уже подключил входной и выходной. Также надо будет почистить. Здесь уже за 2 года слой. Итак, подключаем сет. На вход подаем где-то 170 вольт. Включаем автомат. Вот. Мигает. На выходе 20 вольт. Сейчас подниму до 200 вольт. Я подключил латтер 200 вольт. Подключаю 220. Вот. Такой гуль. Он хочет запуститься, но не может.
Надо будет полностью разобрать, посмотреть, в чем дело, а потом расскажу. Необходимо проверить здесь сопротивление этого моторчика. Собрал. Сейчас подключаем. На вход поддал 200 вольт. Ничего не изменилось. То же самое. Ом. 13,7 вольт. Нету никакого движения. Оказывается, все дело в моторе. Вначале он вообще не прокручивался. Я не знаю, шотки там или что. Не стал разбирать. А сейчас, пожалуйста. Правда, свист такой, но это когда редуктор поставлю, он уменьшится. Перед установкой необходимо еще раз удостовериться, проверить сопротивление. Где-то 20 Ом. Необходимо еще проверить на работоспособность. Подключаем к лабораторному блоку питания. Поддаем 12 вольт. Мотор работает, но только свистит.
полностью подключил. Также подключил ксет к лабораторному блоку латер в моем случае. И сейчас включим автоматику. Также подключил тестер. Сейчас будем меньше и больше регулировать. — 250 вольт. 200 вольт. 175. Дальше не идет. На выходе напряжения нету. Вроде с мотором разобрались. Походу здесь еще что-то, скорее всего, плата управления. Да, и он до конца не идет. Он должен до конца идти. Сейчас 140 он должен был отключиться. Так. 260. Вот он отключается. При 270 он отключается. Так вот эта крышка мешает. Ну это понятно, но на выходе почему нет напряжения? Он регулирует, он как бы управляет. — 220 вольт. И такой гуль. Без нагрузки. В общем, я запаял, посадил на термоусадку, также закрепил к радиатору, чтобы он не нагревался, и вот таким образом запаял. Короче, работает. Радиатор за полчаса довольно тепленький. Это температура 36-37 градусов. Представьте себе, если без радиатора он еще больше нагрелся бы. К тому же здесь еще один транзистор. Они близко расположены. И температура уже как бы удваивается.
В общем, соберу. Не буду там еще одну транзистор менять. Соберу и на месте еще раз посмотрю, как она будет работать. Сейчас будем регулировать. Иногда он отключается. Я так и не стал выяснять, почему он так отключается. В целом он работает. Сейчас будем уменьшать. Иногда отключается, иногда не отключается. Вот. Еще один такой момент. На холостом ходу сработал вентилятор. Должно быть так или нет, кто знает, напишите в комментариях, потому что стабилизатор не подключен никакой нагрузки. Он работает на холостом ходу, где-то минут 20. Входное напряжение 220, выходной тоже 220. Вот. Это шум от вентилятора. Как я знаю, он включается, когда нагрузка. А здесь он на холостом ходу сработало. Возможно, там трансформатор греется. Возможно, что-то еще. В общем, как-то так. Изначально мне пришлось поменять мотор. Хотя это мотор тоже работает, но свистит. Скорее всего, он в ближайшие дни приехал бы. Также поменял транзистор. Хотя можно было сразу 2 транзистора поменять. Ну, пока работает. В общем, установлю. И на этом, пожалуй, все. Сперва соединяем выходные. Фазу 0. Потом соединяем фазу. При этом автомат должен в таком положении находиться, выключенным. И вот эти провода желательно залудить. Подключил мощные нагрузки, утюг, пылесос, кондиционер, 2 холодильника и плита. Посмотрим, какое потребление тока.